Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы с вами будем шить коврик. Коврик непростой. Коврик будет из старых ненужных вещей. У меня это джинсы и старые брюки детские. Они уже повырастали, можно из них шить. Я нарезала все штаны, брюки, джинсы на полосочки. И эти полосочки будем сшивать вместе в одну длинную полосу. Прикладываем 2 полоски и прошиваем по диагонали. Тогда у нас при складывании швы друг на дружку не будут накладываться и будет полегче их прошивать на машинке. Вот так вот я прошиваю все в длинную полосу. Полоску к полоске, полоску к полоске. Потом еще раз. И получается у меня очень много полосочек сшитых. Целая куча огромная получилась. Можно также использовать не только джинсы или брюки. Можно любые вещи так применить. Разрезать на полосы и сделать из них коврики. Или, например, сидушки на стул. Или покрывало. Главное включить фантазию и все. Так, у меня еще есть вот такие вот кусочки ткани. Никуда не нужные, они там по кусочку. Я из них буду делать нижнюю часть этого коврика. То есть буду пришивать свои полоски именно вот на эту часть. Я из нее сошью полотно из этих кусочков целое. Вот у меня получилось полотно. Я буду на него пристрачивать свои вот такие вот полоски, которые я сшила из штанишек. Кладем, примеряемся, укладываем все хорошенечко, смотрим, как будет смотреться красиво. Пришиваем первую полосочку прямо к краешку, пристрочили. Берем вторую полосочку и пришиваем к первой. Сверху прям пришиваем. Потом отгибаем полоску. И нужно будет прошить еще сверху ее. Вот так получается. Прошили, отогнули полоску, расправили. Можно здесь не проглаживать, потому что она хорошо расправляется. И прям сразу же сверху прошивать. Также берем следующую, прошиваем, прикладываем, отгибаем, еще раз прошиваем. Получается вот такой коврик. Вот так вот у меня уже получается. Пришиваю полоску к полоске каждую. Сначала пришиваю так, потом разворачиваю и прошиваю еще здесь строчечкой. Здрасте. Кто вас звал сюда? Как же без вас? Вот и получается у меня уже вот такое вот полотно. Еще осталось немножечко дошить сбоку и все выровнять. И вот такой вот у меня будет коврик большой. По расцветке я тут собрала джинсы и брюки детские школьные, которые были. С брючек повырастали мои детки. И как раз они все ушли в дело. Будут коврики. И здесь потом еще подогну. Пришью сюда, еще закрою эти шовчики. Будет все красивенько, аккуратненько. Если, я думаю, по ниточке, может быть, надо было другим цветом, не белым, прошивать. Ну ладно. Для первого раза пусть будет так. Следующие коврики, может быть, подберу другой цвет.
А пока вот так вот. Так, еще хотела показать, покрывало шила из квадратиков. Я его, правда, не снимала, просто шила. Так, для пробы. Вот такое получилось. Покрывальце. У меня тут 10 на 10 квадратики. Так что, кому интересно, можно из квадратиков еще сшить. Джинс вообще такой материал универсальный. Все что угодно можно шить. Плюс он плотный такой, не протирается. Ну, протирается, конечно, со временем. Ой, боже ж ты мой, как ты не хочешь действовать? Что тебе только... Так же тебя настрелила, блин. Стоп. Так, продолжаем шить. Скрученный мой бублик, тряпочки. Вот, прикладываю вот этой стороной сюда. Уже много уже здесь. И прошиваю. Отгибаю и дальше прошиваю. Так. Кладем. Прикладываем. Хоп-хоп-хоп. Пускаем. И шьем. Поправляем. Все шовчики я разгладила в две стороны. Уже большое полотно, не очень удобно двигать его. Ну ничего, приноровилась. У меня нижняя часть из кусочков сшита, поэтому расправляем, когда прошиваем. Разглаживаем, прикладываем один слой и второй аккуратненько, чтобы там не было сильных таких заломов. И прошиваем. Так, бублик раскручиваем. Вот они, видно? Складочки расправляю, накрываю. И следующим. Также здесь расправили, положили. Следующий. Опс. И так до конца. Вот почти дошили до конца одного ряда. Подправляю здесь все хвостики. Вытаскиваю. И отрезаю вот этот вот хвостик. Опс. Ниточку перетаскиваем на начало, где мы тут начинали. Так, оп.
Теперь отгибаю и прошиваю еще здесь рядышком. Отрезанный хвостик потом снова прикладываем и прошиваем опять. Так, кладем, загибаем. Хоп. И поехали. Также все поправляем, подтягиваем все шовчики, чтобы у нас все было аккуратненько, красивенько. И старые джинсы и брюки ненужные превращаются в коврик. Так. Вот так можно утилизировать все ненужные вещи, если вам, допустим, нужен коврик. То его можно прекрасно сшить своими руками. Из уже, казалось бы, ненужных вещей. И еще им пользоваться много лет. Так, я дошила полотно. Вот такое. Тут остались краешки. Я сейчас все отглажу. Обрежу все эти края и еще подверну вот такими же полосками. У меня они как раз есть. Так, утюжок тут. Сейчас я все поглажу и покажу. Так, я прошила, получается, вот эту штучку. Как она, господи? В общем, окантовочку, чтобы сделать. Пришила к этой стороне, к низу. Сейчас прячу все это некрасивое дело. Отгладила, подворачиваю и прошиваю. И получается вот так. Будет вот так вот. С этой стороны спрятано. И с этой стороны. Так, шью дальше. Подворачиваем. Все это прячем туда некрасивое. И прошиваем. Очень огромное полотно. Тяжеленькое. Шьем. Вот я и дошила свой коврик. Вот такой вот он у меня получился. Краешки я прошлась. Вот. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч!